Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о том, что же вам нужно носить в своих карманах, что нужно носить для того, чтобы в вашей жизни всегда были деньги, изобилие, достаток и благополучие. Обратите внимание на эти советы и рекомендации, которые мы вам дадим в этом видео. Эту информацию вы нигде не найдете в интернете, поэтому, пожалуйста, просмотрите от начала до конца, запишите и начните это использовать в своей жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: каждый день я привлекаю все больше денег в свою жизнь. Дайте понять Вселенной, что вы готовы привлекать деньги к себе, в свой дом, в свой кошелек, в свои карманы. Поэтому пропишите прямо сейчас: каждый день я, напишите имя ваше, привлекаю все больше денег в свою жизнь. Итак, что же, друзья, нужно носить в карманах, чтобы были деньги в вашем доме и в вашей жизни? Деньги – это энергия, которая нас окружает на протяжении жизни. Но, к сожалению, научиться ней управлять и притягивать ее в свою жизнь способен далеко не каждый человек, так как эта энергия существует только по своим законам и ощущает изначально, на что способен человек. Она никогда не придет к злым, завистливым и недоброжелательным людям, даже если такой человек большую часть своей жизни будет проводить на работе, заключать выгодные прибыльные сделки. У него постоянно, к сожалению, будут происходить различные непредвиденные ситуации, из-за которых он будет терять деньги, что в результате приведет к тому, что такой человек и вроде будет зарабатывать деньги, но их у него никогда не будет. Денежная энергия, наоборот, приходит к людям, которые чувствительны к проблемам других людей. Они чистосердечны, добры, которые готовы подставить плечо помощи тем, кто в нем нуждается. Вы удивитесь, но часто у таких людей не самая престижная работа, не самый высокий оклад, но деньги любят их, и таким людям часто дают и премии. Они способны быстро и легко приумножить имеющиеся сбережения, выгодно что-то продать. Каждый, наверное, из вас слышал такое выражение, что делать деньги из воздуха. Так вот, это вот именно про таких людей. Немаловажным является и то, что денежная энергия очень любит, когда соблюдаются определенные правила, по которым она существует, а также придерживается всех советов, которые передавались из поколения в поколение. Научиться управлять денежной энергией и уметь ее притянуть к себе в нужных количествах очень непросто. Для этого требуется много сил, упорства и знаний, но тем людям, кому это удается, становится жить намного проще и интереснее. Очень важно уметь правильно и в нужное время проводить ритуалы, обряды, практики, которые будут приумножать денежную энергию, а также использовать предметы, травы, заговоренные купюры, монеты и так далее, которые будут помогать вам в большем количестве окружать себя денежной энергией. Деньги любят, когда их уважают и что им благодарны за то, что они появляются в вашей жизни. А если они не будут это ощущать, также не появятся и у вас. Поэтому нужно обязательно научиться быть благодарными за то, что у вас есть, а не спешить и стремиться получить только большие денежные суммы. А когда это не происходит так быстро, как вам бы хотелось, вы высказываете свое недовольство, так как таким поступком вы можете не только не притянуть больше денежную энергию, но и потерять все то, что у вас на данном этапе уже было. Деньги нужно складывать по возрастанию. Смотреть они обязательно должны в одну сторону, влево, купюры быть не мятыми. Попадая в ваш кошелек, вам нужно обязательно всем банкнотам расправлять уголки и ни в коем случае не складывать ее вдвое или же вместе с монетами, так как эти деньги несут разную энергию, а вы, переплетая их, будете только эти энергии запутывать, чем притягивать в свою жизнь, к сожалению, одни денежные проблемы. Обязательно нужно носить в кошельке и рыбью чешуйку, корочку апельсина или лимона, иголочку сосны,
лавровый лист, палочку корицы. И такой денежный талисман вы должны выбрать уже на интуитивном уровне. Начните изучать, и сразу в процессе вы сами почувствуете, что вам захочется в него положить. И это на помощь придет ваша интуиция. Мало кто из людей знает, что в карманы тоже нужно класть денежные талисманы от стороны, с которой находится карман, и от того, что вы в нем будете размещать, вы сможете привлечь в свою жизнь вместе с денежной энергией и другие, которые помогут вам стать удачнее, обеспеченнее и счастливее. Так, например, если вы положите в левый карман белую фасолину, вы притянете в свою жизнь успех и денежное вознаграждение. Но помните, что когда вы будете класть такую фасолинку, скажите обязательно такие слова: «Фасоль в карман кладу, деньги скоро получу, успех приди, мне в этом помоги». Если в левый карман вы положите палочку корицы и купюру любого номинала, обязательно скажите такие слова: «Счастье меня наполняет, это помогает, деньги привлекает». Таким действием вы не только деньги притянете в свою жизнь, но и счастливые моменты, которыми вы будете наделять свою жизнь благодаря деньгам. Если вам нужно заключить важную и прибыльную сделку, открыть свой бизнес, то в этот день в левый карман положите грецкий орех или же кусочек веточки этого дерева. Это поможет вам обязательно получить желаемое, и обязательно в вашей жизни все получится, так как вы пожелаете. А когда будете класть в карман, проговорите такие слова: «Сделку заключаю, денежную энергию привлекаю, себя о ней окружаю, все как желаю, завершаю». Если же для бизнеса, проговорите такие слова: «Орех энергию сильную излучает, мне помогает, денежную энергию привлекает, я ее принимаю, дела новые, успешные начинаю». Эту веточку или орех нужно будет выбросить через левое плечо. Благодаря этому ваша прибыль будет расти, а бизнес обязательно пойдет вверх и станет только успешным. Также положите в левый карман 8 монет большого номинала желтого цвета. Затем засуньте в карман руки и помешайте их по часовой стрелке. При этом старайтесь сделать так, чтобы монеты звенели. При этом проговаривайте такие слова: «Монетами звеню, звук создаю, денежную энергию приманю. Ними по кругу круча, беспрерывное движение ее запущу, деньги будут у меня всегда, пока будет на небе луна». Помните о том, что одолженные деньги хорошо возвращать в полнолуние. Отдавать их нужно правой рукой, а левую в этот момент держать в кармане. При этом обязательно скажите такие слова: «Деньги правой рукой отдаю, а левой снова в карман свой кладу. Денежная энергия ко мне приди и воплотить задуманное помоги». Так вы не только сможете с долгами расплатиться, но и сможете вернуть денежную энергию в свою жизнь. Вы знаете, с правым карманом связано меньше правил, но они также имеются. Так, например, чтобы деньги приумножались, нужно в правый карман положить купюру любого номинала и насыпать в него 3 щепоточки пшеницы. При этом скажите обязательно такие слова: «Деньги в правом кармане размещаю, их приумножаю в столько раз, сколько зернышек пшеницы в данный карман всыпаю». Это не обязательно должна быть вещь, которую вы часто носите, но проделав это, вы очень скоро сможете притянуть в свою жизнь большое количество денег, чем значительно изменить свое финансовое положение. Также, разместив в правом кармане лавровый лист, вы этим откроете постоянный канал для поступления денежной энергии. Раз в месяц данный лист нужно разминать и выбрасывать в окно, думая о том, что ваши финансы приумножаются, и вы благодарны за это. А вот если вам понадобится какая-то сумма, напишите ее на этом лавровом листе. Далее разместите в кармане и обязательно проносите так 3 дня. Затем вытрусите карман под дубом. При этом проговаривайте такие слова: «Сумму данную прошу, так как в ней нуждаюсь. Денежную энергию уважаю, к ней за помощью обращаюсь. Мне, пожалуйста, помогай, деньгами жизнь мою наделяй». И вы знаете, нужная сумма очень скоро обязательно появится в вашей жизни.
Но помните, ни в коем случае нельзя, чтобы в любом из ваших карманов была дырка. Даже самая малюсенькая. Если у вас сегодня порвался карман, образовалась дырка, даже случайно, обязательно придите домой и зашейте. Почему? Потому что именно это может привести к большим денежным потерям и проблемам, избавиться от которых будет практически невозможно. Когда вы будете зашивать дырку в кармане, проговаривайте такие слова: дырку шью, денежную энергию в кармане пришью. Будут мне помогать, деньги приумножать, а денежные потери отбивать. Если у вас деньги выпали из кармана, нужно сразу же поднять их и проговорить такие слова: деньги из кармана роняю, прибыль благодаря этому получаю. Ее очень скоро ожидаю и полностью принимаю. Благодарность излучаю. Это поможет вам не растерять денежную энергию, а наоборот привлечь. Если вы оставили деньги в кармане, а затем через определенный промежуток времени их нашли, это означает, что эта купюра приведет вас к богатству, поэтому разместите ее под низ ваших сбережений. При этом обязательно скажите такие слова: купюра мне помоги, деньги в мою жизнь примани, приумножь все то, что над тобой лежит. Этот простой способ очень действенный, и ваши сбережения будут приумножаться за очень короткий промежуток времени. Для того, чтобы Новый год был удачным и деньги на протяжении всего года были в вашей жизни, положите купюру большого номинала в карман. Если, сложив число, месяц, год вашего рождения, и вы получите при этом парное кратное число, тогда в правый карман. Если не парное, тогда в левый карман. При этом обязательно скажите такие слова: на протяжении всего года деньгами себя окружаю, проблем с ними не знаю, что пожелаю, все приобретаю, счастье от этого получаю, посыл правильно отправляю и финансы приумножаю. Это поможет вам сделать так, чтобы нужды в деньгах никогда не было. Также еще обращаем ваше внимание, очень часто люди вам могут давать деньги грязные, где-то порванные. Научитесь такие деньги не принимать, людям делайте замечания и просите сделать обмен на нормальные платежеспособные купюры. Также старайтесь как можно меньше использовать свои карманы, где вы будете ложить деньги. Деньги, запомните, раз и навсегда должны быть только в вашем кошельке. Кошелек изначально был придуман для того, чтобы собирать денежную энергию и ее аккумулировать. А часто бывает так, что женщина открывает кошелек, а у нее так и кредитные карточки, здесь же икона, фотографии, ключи, мобильный телефон, какие-то квитанции, какие-то чеки, какие-то писульки и так далее, и так далее. Девочки, мальчики, ведь так ни в коем случае не должно быть. Вот запомните раз и навсегда. Хотите, чтобы в вашей жизни были деньги? Значит, запомните простое правило: кошелек только для денег и монет. Все. Точка. Если у вас есть банковские карты, у вас есть какие-то всевозможные фотографии, иконки, для этого заведите отдельные такие вот боксы. Сейчас очень много различных продается визитниц, наподобие визитниц, где вы можете складывать банковские карты, где вы можете складывать те фотографии, то, что вам действительно важно и нужно. Кроме того, вы должны понимать, что денежная энергия, с одной стороны, она очень сильная, а с другой стороны, она очень в какой-то степени вредная. И когда вы кладете деньги в свой кошелек, а у вас вот такой вот бардак, что вы увидите? Вы ничего хорошего не увидите. Также помните о том, что когда вы идете на какое-то важное собеседование, вы идете на важную встречу, возьмите листочек мяты и положите в карман таким образом, и время от времени теребите его, только не сухой, а именно живой листочек, и теребите время от времени, представляя себе, что тот вопрос, с которым вы пришли, то ли это собеседование, то ли какие-то переговоры, то ли заключение сделки, у каждого это будет свое, то это пройдет удачно. Вы не посмотрите и увидите, что со временем, да, так буквально и
и все произойдет. Также никому не разрешайте лезть в ваши карманы. Бывает так, что у вас есть хорошая подруга или друг, и люди, бывает так, шутя могут залезть случайно, положить руку в карман. Никому никогда не разрешайте, потому что вы таким образом позволяете другим людям своими грязными энергетическими руками залезть к вашим деньгам. Хорошо, когда это неосознанно делается хотя лучше вообще люди так не делали, потому что карманы должны быть только для ваших рук. Вообще карманы были не придуманы для того, чтобы класть туда свои руки, они были придуманы для того, чтобы привлекать определенные блага в свою жизнь. И если вы обращали внимание, то в старину что в карманах было? Именно кошелек. А в кошельке что было? Деньги. И наши предки это делали неспроста. Поэтому очень важно, чтобы вы осознавали и понимали, что вам нужно положить в левый, что нужно положить в правый карман для того, чтобы привлекать деньги. Кроме того, обращаем ваше внимание, бывает так, что вы прямо чувствуете, что вас кто-то обсуждает, сплетничает о вас. В таком случае возьмите свою правую руку, положите в карман, сделайте конфигурацию из 3 пальцев, он же кукиш, и говорите следующие слова: тебе все обратно в твой рот. И вы увидите, что этот человек больше никогда не сможет вам даже слово сказать, потому что ему будет противно, знаете, вот он будет ощущать вокруг себя какую-то вонь, и это ему будет дискомфортно. Вот такая вот простая практика, попробуйте ее, и она действительно вам поможет. Вообще в нашей жизни очень много недоброжелателей, врагов, завистников, но, с другой стороны, это наши друзья и учителя, как бы мы этого не хотели, потому что они нас учат быть мудрее, терпеливее, быть более стойкими и так далее. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это особое внимание. Не игнорируйте те правила, те подсказки, которые мы вам говорим. Вообще, если вы попали на наш канал, вы знаете, друзья, это неспроста. Вы прошли очень большой жизненный период в жизни, тяжелый, и теперь вам, знаете, пришло время обучаться и получать вот новые правильные знания, которые помогут вам привлечь и изобилие, и достаток, и благополучие в вашу жизнь. Поэтому не игнорируйте, пожалуйста, эти советы, старайтесь их использовать. Конечно, за один день их очень сложно воспринимать, их сложно все это делать, потому что если вы раньше этого не делали, вот самый простой пример, если человек раньше никогда не пользовался вилкой должным образом, правильным образом, да, то когда он сидит в ресторане и ему принесли несколько вилок, несколько ложек, да, ножей, то он просто впадает в панику, он не знает, что с этим делать, потому что у него не хватает навыков, не хватает знаний. Вот так и у людей в жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы осознавали и понимали, что вы сюда пришли, то есть вас высшие силы подтолкнули. Нажать именно на это видео, посмотреть именно эту важную, ценную информацию. Друзья, мы надеемся, что это было для вас полезно. Прямо сейчас обязательно ставьте лайк, в комментарии пропишите следующие волшебные слова. Каждый день я привлекаю все больше денег в свою жизнь. Это очень важно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.